Всем привет! GTA 3 очень богатая на баги игра. Сообщество открывает новые по сей день. И совершенно не факт, что однажды удастся найти все. Сегодня я представляю вашему вниманию 7 малоизвестных багов GTA 3. Хочу отметить, что почти все из них давно известны узкому кругу игроков. Возможно, кто-то сейчас задается вопросом, для чего я делаю подборку, а не записываю каждое явление отдельно, как это обычно бывает. А все просто. Показанные в ролике вещи слишком простые, чтобы делать отдельный обзор каждого. А обзора они заслуживают. Ладно, поехали. Хитрость для амбуланс. Многие не любят эту миссию, и это вполне оправдано. Она долгая и невероятно сложная за пределами Портленда. Да и там ее следует проходить в начале сюжета. К счастью, спидранеры нашли хитрость, облегчающую прохождение. Всего лишь нужно позволить копу вытащить пациента из пассажирской двери. Отмечу, что этот трюк требует некой сноровки. Если промедлите на какую-то секунду, коп арестует Клода. Если же все хорошо, идите к больнице, и пациента вам все равно засчитают. Трюк хорошо помогает, начиная с 4 уровня. Согласитесь, нередкая ситуация, когда в одной части острова вы получаете более 3 целей. Полицейские появляются довольно часто, это не должно вызывать проблем. Я советую взять на заметку этот прием, даже если вы далеки от спидранов. Баг-парашют. Клод всегда погибает при падении с большой высоты. Никакая броня его не спасет. О багах на бесконечное здоровье или бессмертие сейчас не говорим. Но все же, если перед приземлением Клод врежется в некое препятствие, скажем забор или болванчика пешехода, то он выживет. Но это скорее, конечно, дело случая, чем рабочая тема. Поможет баг-парашют, так его окрестили игроки в мультиплеер. Предположительно, они и нашли. Во всяком случае, я видел лишь там его применение на практике. Баг крайне простой. Нужно всего лишь успеть включить прицел базуки в тот момент, когда Клод падает с высоты. Перед приземлением выстрелить себе под ноги. Взрывы, взрывная волна сведут на нет весь урон от падения. Конечно, ситуаций, где это полезно в сингле, практически не существует, но в связке с повышенным здоровьем можно развлечься, постоянно стреляя себе под ноги. Со стороны выглядит особенно забавно. Сообщение из будущего. Если вы начнете новую игру во время СМС на пейджер, то вы все еще сможете наблюдать его короткое время на мосту.
edge of the red light district where we can lay low. But my hands are all messed up, so you better drive, brother. Никаких дополнительных эффектов это не дает. Очередная недоработка, которую проморгали разрабы. Смена камеры в интерьерах. По умолчанию камеру в интерьерах сменить нельзя. Но это обязательно произойдет, если вы отмените или закончите любую подмиссию внутри интерьера. Быстрее и проще всего с такси. Проделываем известный трюк и радуемся. Интерьеров в игре не то чтобы много, но все же. Обратите внимание, что убежище Рэя — это 3 интерьера. Камеру менять нужно в каждой части отдельно. I so need a facial. Для перекраски и гаражей в целом не работает. Раз уж подняли эту тему, то не лишним будет показать еще один баг, связанный с интерьерами. Почему здесь происходит смерть, я не знаю. Думаю, аналитикам объяснить это явление не составит труда. Режим адреналина в машине. Пилюли адреналина — довольно интересная механика игры. Однако она не работает в транспорте. Думаю, чуть ли не каждый игрок хоть раз о таком задумывался. Опять же, баги дают нам возможность иметь альтернативу без щитов. Нужно получить неосязаемую машину, надеюсь, все умеют это, и проехать на скорости сквозь любой уникальный прыжок. Если говорить просто, то неосязаемая машина — это ненормальное состояние для игры. Вы не сможете приземлиться и закончить прыжок. Более того, вы получите очень неудобный вид камеры. Но если использовать машину с подмиссией и отменить эту самую миссию в процессе, камера встанет на место. А замедление останется, так как прыжок не может завершиться.
А еще вы не можете выйти самостоятельно из машины. Впрочем, бандиты или чит-код на ускорение времени исправят это. Скорее всего, вы сейчас думаете, что Бас показал фигню. Но это еще не все. Точно такой же трюк можно провернуть на Додо. Запустите миссию такси на Додо, но не подбирайте пассажира. Пролетите над любым прыжком и отмените таксиста. Теперь это обретает больше смысла, так как замедление этим зверем гораздо проще управлять. Особенно при полете под картой. Отменить эффект можно, если приземлиться или врезаться во что-нибудь. Управлять водкой лежа. Очень простой трюк, нужно разогнаться на лодке и врезаться в скалы. Перед столкновением покинуть штурвал, и если клод упал, сразу же войти обратно. Может получиться не с первой попытки, это нормально. Работает со всеми лодками, со спидером, пожалуй, лучше всего.
Перетекстуризация кода. Если изменить скин в настройках игры во время просмотра повтора, то игра покрасит кода чуть ли не в случайную текстуру. Баг так и назвали — перетекстуризация. Свойство сохраняется в пределах игровой сессии. То есть при смене сохранений новый модный скин останется, а если перезапустить игру, то нет. Вероятно, здесь можно манипулировать и выбивать конкретные скины, например, записывать повторы в определенных местах. Но я так глубоко не копал. Да и сложно это, игра часто крашится. Игроки писали, что можно покрасить отдельный кусок кода, но у меня не получалось. Все, что я сегодня показал, лишь малая толика багов и секретов этой великой игры. Хотите увидеть больше, подписывайтесь. Если узнали что-то новое, поставьте лайк. Спасибо за просмотр. W3, take out West Portland Street.